Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лиц, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. Срок наказания до 3 лет лишения свободы. Привет, друзья! В эпоху цифровых технологий и развития современного мира вся наша жизнь перетекла стремительно в интернет. Сейчас мало кто вообще в принципе хранит свои фотографии и документы дома. Все уже давно находится в глобальной паутине. Во ВКонтакте, например, можно узнать почти все про вас: местоположение, место работы, увлечения, круг ваших потенциальных близких друзей и многое другое. И это лишь маленькая верхушка айсберга того объема информации, который может получить доступ практически любой незнакомый человек за копейки или вовсе за бесплатно. Но никто не задумывается об этом до поры до времени. В этом видео я хочу затронуть важнейшую проблему информационной безопасности, о которой практически сейчас никто не говорит, и ваше повсеместное цифровое пребывание в интернете сделать чуть более безопаснее, и не только онлайн, но и офлайн. Кроме того, проведем один очень интересный эксперимент. Я решила подойти к этому вопросу с научной точки зрения. В военной разведке есть такое понятие, как вероятность теории 6 рукопожатий. В сегодняшнем видеоролике наглядно оба этих термина активно будут использоваться, но обо всем по порядку. Меня зовут Маша Рябинина, я очень рада видеть вас на своем канале. Традиционно прошу поддержать видео своим комментарием и лайком. Приятного просмотра! Теория 6 рукопожатий впервые стала применяться во времена Второй мировой войны. С ее помощью вычисляли шпионов, недругов, предателей и раскрывали самые громкие заговоры в истории. Потом этот метод взяли на вооружение спецслужбы всего мира. Особо хорошо зарекомендовала себя эта теория в области криминалистики и в поиске людей. Раньше никаких камер и прослушек не было, как сейчас. Надо было что-нибудь новое изобрести, надежную систему, которая могла бы помочь разыскивать людей в то время. Сама идея очень проста, согласно которой любые два человека на Земле разделены не более чем 5 уровнями общих знакомых и, соответственно, 6 уровнями связей. Формально-математическая формулировка теории диаметра графа знакомств не превышает 6. Иными словами, каждый 6-й человек на Земле знаком с другими через общих знакомых с другим человеком, как паутина. Рекомендации в интернете работают по такому же принципу. Добавляешь одного друга, и следом вам рекомендуется целый пласт из цепочки людей, с которыми вы можете потенциально быть знакомы. Даже человеку, у которого указаны фальшивые данные. Я в курсе обо всех изменениях в жизни людей, с которыми раньше была знакома благодаря рекомендательной системе соцсетей. Кто-то женился, у кого сколько детей, кто расстался, даже особо не интересовавшийся их личной жизнью. Наверняка вы замечали, когда вам приходит уведомление на телефон, кто-то выложил запись или опубликовал новый пост, при этом вы даже можете не быть в друзьях у этого человека. Получается следующий расклад, что в принципе вы можете появиться у кого угодно и когда угодно, и никогда об этом не узнаете. Одно дело, если рекомендации действительно могут помочь вам найти общих знакомых, а другая сторона медали такова, что несмотря на все преимущества соцсетей на первый взгляд, но рекомендации способны привлечь внимание нежелательных людей к вашей личности. Не только разного рода мошенников, которые пытаются развести вас как-то, но и просто отбитых людей на всю голову. Вот, смотрите, ребят, наглядный пример полной отбитости человека. Сидела я очередной раз в ВКонтакте. Мне в предложку вылез один пост. Я ради интереса зашла почитать комментарии под ним. Увидела нечто, от чего я просто охуела. Чувак просто стал всех дианотить подряд. С нихуя. Ему просто захотелось от того, что ему скучно. Писать адреса людей, номера телефонов, имена близких родственников. Это к тому вопросу, чтобы вы мне опять не говорили, что я все придумала и сказки рассказываю. Вот вам реальный пруф. Его потом забанила администрация сайта, но все комментарии его предыдущие остались. Причем в паблике свыше 3 миллионов подписчиков. Как вам такое? Я это заметила поздно, после того, как весь материал отсняла и записала. Вот только на днях обнаружила это. Продолжайте смотреть основное видео. Учитывая, что большинство людей делятся своими личными данными, условно как горячими пирожками на местном рынке, сложно даже вообразить, что если ваша информация попадет не в те руки, и что они потом могут с ней сделать. Не стоит это недооценивать. Если вы не попадали в такие ситуации, это абсолютно не значит, что этого может не произойти однажды. У меня был случай, о котором я хочу вам рассказать. Это еще задолго до появления этого канала. Я не особо выкладывала свои фото даже тогда. Катаясь на мотоцикле, как ни в чем не бывало, из ниоткуда вылетела машина и подрезала меня. Синий седан вроде был.
марку авто не запомнила. Я догнала его, просто разбила зеркало заднего вида. Если бы мне сказали, к чему это приведет впоследствии, я, конечно, бы этого не делала. Прошло около недели, мне нужно было встретиться с подругой в тот день. Я выхожу из подъезда, и меня резко к стенке толкают, при этом произносят мое имя. Как оказалось, чуть позже он нашел мои соцсети, а затем вычислил, где я живу. Мужчина тупо ждал возле подъезда, когда я выйду на улицу. Вы, наверное, ждете, что я расскажу, как я его отправила в нокаут, словно Джеки Чан в фильмах? Нет, было совсем иначе. Когда же мы встретились с подругой в кафе, я была слишком озадачена, постоянно прокручивала события и думала, а вдруг он опять вернется обратно к подъезду. Блин, он же знает теперь, где я живу. Подруга заметила мою тревожность и спросила, все ли, Маша, у тебя в порядке. Естественно, я никому не рассказывала первые 2 дня. Только потом, когда я пришла в себя. Другой бы на месте этого мужчины забил бы на меня, но нет, это оказался принципиальным найти меня. Но каким образом он вышел на меня и выяснил, где я проживаю? Ведь тогда не было еще разных ботов про пробиву и прочее. Все оказалось гораздо прозаичнее. В то время набирали обороты паблики по типу «Ищу тебя» или «Подслушки отдельно взятых районов города». Он выложил пост о том, что ищет некую девушку на красном мотоцикле в этом районе, где я живу. А легенда придумала, что якобы я ему понравилась и хотел со мной познакомиться вживую, добавив к этому, кто ее знает, убедительная просьба откликнуться. Пару моих друзей отреагировали на этот пост, в комментариях написав мое имя. Позже он с ними списался и с каждым пообщался. Ему раскрыли все карты мои друзья, кто я, где живу, и практически всю мою жизнь рассказали незнакомому человеку. Долбоебы, конечно. Слили мой личный адрес. Он их убедил, что хочет мне цветы подарить и сделать приятный подарок, когда я выйду на улицу. Не знаю, о чем они думали тогда, но явно не руководствовались обычной логикой. Наглядный пример, как теория вероятности сработала, и немного социальной инженерии, и готово. В подобных группах многие люди подписывались тогда, где и сами они жили, чтобы следить за новостями и находить себе знакомых. В том числе друзья друзей, мои друзья, с которыми я в школе училась и знала лично вживую. Этого инцидента мне хватило с лихвой, чтобы обеспокоиться о своих персональных данных в сети на долгое время. Вообще меня многие люди поражают, что они пишут в комментариях, в соцсетях устраивают бесчисленные срачи, посылают друг другу в эротическое путешествие. Вам наверняка такие персонажи более чем знакомы, герои в сети. В реальности обычные пугливые люди. Нет ничего проще, чем послать собеседника. Сложно потом из этого выпутаться в жизни. Интернет заполнен роликами, где люди извиняются на камеру, прося прощения со слезами на глазах. И куда-то их самоуверенность резко испарилась. Они даже не знают, с кем общаются толком по другую сторону экрана. Тут 2 варианта. Либо приняли таблетку для храбрости, или все же они полные кретины. Надо быть очень наивным человеком, чтобы надеяться, что ничего не будет впоследствии. Все до поры до времени слышали такое выражение «даже палка стреляет раз в год». Вот тут то же самое. Учитывая, что большинство жизнь проходит в интернете больше, чем в реальности, соответственно, они цифровых следов оставили предостаточно. Даже младенец может вас найти без особых трудностей. Но больше всего меня забавляют люди с фотографиями своих авто с госномерами на аватарке, даже не замазав свой номер. Ладно, просто она была. Так они еще и устраивают настоящий хаос в комментариях. Ну а потом за ним приезжают недовольные люди в костюмах на геликах и увозят за город. Явно там не помидоры собирать на даче или шашлыки жарить, сидев на природе. Вот весь невеселый конец истории. Причем это вне зависимости, в какой стране вы сейчас проживаете. Это может произойти где и с кем угодно. По ту сторону экрана может быть кто угодно, от простой домохозяйки, которая смотрит целыми днями кулинарные ток-шоу, до сотрудника органов. Вы об этом никогда не можете знать заранее. Под анонимными профилями с анимешными аватарками вполне может сидеть сотрудник силовых ведомств. Кроме того, рекомендуется не только ваш цифровой контент и новые посты с котиками, но и все ваши действия. Кого вы лайкнули, ваши комментарии, вся ваша активность в соцсети. Сейчас я хочу смоделировать одну интересную ситуацию. Прямо на ваших глазах провести показательный научный пример. Допустим, вам понравилась одна девушка, вы о ней мало чего знаете. Вводные данные у вас имеются. Группа ВК, YouTube канал, личная страничка в соцсети и больше ничего у вас нет. Даже давайте усложним себе задачу. Фото человека у вас тоже нет. Как быть в таком случае? Для начала я бы ознакомилась со страницей владельца. Если город не указан или скрыт, прошерстила бы всех друзей, в том числе и подписчиков. Полазила бы по группам пользователя. Зачастую именно в личных группах можно найти интересные подробности о личной жизни человека. Даже если страница закрыта, можно воспользоваться сервисом веб-архива, посмотреть, как выглядела страница в первоначальном виде до закрытия аккаунта. Окей, нам личная страница особо не помогла. Мы выяснили только город девушки и теоретическую дату рождения. У нас остались только группа ВК и YouTube канал. Нужно осмотреть все ролики, где есть местный ландшафт. Дома, запоминающие объекты, проезжающие машины, возможно, даже надписи на стенах могут сгодиться для обнаружения местоположения человека. В криминалистике есть базовые понятия, как локационный поиск. Видели, наверное, в детективных фильмах доски, где закреплена важная информация для расследования. Это научно
наука изучает видео, фото-контент. В общем, все, где есть местность, объекты, архитектуры, памятники и так далее. Мы осматриваем все видеоматериалы девушки. Замечаем, что видео и фото в группе ВК Маши имеют одну общую характерную закономерность. Возможно, этот человек неподалеку от леса или парка живет. Часто бывает, раз у нее есть такая возможность видео снимать часто в этих характерных локациях. Но таких мест в одном городе могут быть десятки, если не больше. Необходимо сузить радиус поиска. Окей, нам необходимо найти объекты, от которых мы будем отталкиваться. Пускай это будет автомобиль. Записываем все госномера автомобилей, которые мелькали в кадре. Не надо брать автомобили с плотного трафика движения, чтобы потом проще было из них сделать выборку и сопоставить их на карте методом вероятности. Потом вбиваем полученные результаты номеров в прогу, которая нам подскажет дополнительную информацию. Номера домов, улиц и прочие важные детали фото местности, откуда эта машина. Если большой процент машин находится в одной местности, теоретически видео и фото были сняты предположительно в этом месте. Но тут важно помнить, что этот метод сработает, если будет большой процент автомобилей в выбранной точке или хотя бы в нужном районе. Если машина в другом конце города находится, то это означает, что это просто машина залетная и не из предполагаемого района. Такси, служебный транспорт не берем в расчет. Эти машины очень часто всем из других районов города. Таким простым образом можно отсеять ненужную информацию и получить необходимую для поиска мест, где был снят видеоконтент, а уже потом разложить на карту и понять примерное местоположение человека. Ну и другая сторона этого метода такая, что вполне вероятно человек не с этого района и просто приезжает специально делать фото и видео, а сам же он живет в совсем другом районе города. Это один из методов поиска человека. На практике их может быть сотни и разные вариации способов. Как правило, для поиска конкретного человека сразу используется несколько методов вероятности для достижения наилучшего результата поиска. Исключают из списка неверные данные, пока не находят нужного человека по крупицам данных. Напоминает это чем-то рыбалку, только в интернете. Психотипы, манера поведения потенциальных преступников по таким же принципам определяются, которые изложены выше. Блогер из Канады пошел еще дальше. Он создал левый аккаунт на Фейсбуке, где выкладывал абстрактные фото природы, листвы, неба, старые дома. Затем он попросил своих подписчиков найти его местонахождение. Он продержался всего 3 дня, затем его обнаружили. Ни за что не поверите, что его выдало в итоге. Самолет в кадре. Да-да, в один из его снимков попал гражданский самолет. Его подписчик выяснил, во сколько и куда вылетал самолет с аэропорта. С помощью локатора отследил весь маршрут самолета. А как вы можете знать, у каждого самолета есть свой уникальный своего рода трек-номер, который отслеживается в разных приложениях. Затем он нашел на спутнике место, где было сделано фото блогером. Подписчик сравнил по времени и распознал точное местоположение. Причем он не просто скинул в комментариях название и описание места, а он еще скинул точные координаты со спутника. Сейчас же методы интернет-криминалистики продвинулись настолько далеко, что вы даже не представляете насколько. Определение человека по сетчатке глаза, голосу, уникальному строению тела, походка, даже по тени человека, который тот отбрасывает. А ваш телефон или банковская карта расскажет о вас то, что вы сами не подозревали. И добавьте к этому еще современные технологии, нейронные сети с биллингом радиовышек, к которым вы каждый день подключаетесь. Когда вы заходите в интернет, чем больше вышек сотовой связи вокруг вас, тем точнее обнаружение. Уже становится не все так радужно, не так ли? Смена пола тоже не гарантирует абсолютно никакой защиты. Например, Джованни Роболедо. Опасный колумбийский гангстер, которому удалось успешно сбежать из строго охраняемой тюрьмы со своим подельником. Чтобы оставаться незамеченным, ему пришлось потратить около 12 тысяч фунтов стерлингов на силиконовую грудь и накладные ягодицы. Он сменил прическу и стал носить женскую одежду. Роболедо настолько сильно вошел в свою новую роль, что стал работать проституткой по имени Лиза Ринда. Но однажды один из сотрудников местной полиции прогуливался по улице и распознал того самого гангстера, которого разыскивали спецслужбы. И Роболедо благополучно снова отправился в тюрьму. Он получил общий срок 60 лет тюрьмы. Ему не помогла ни новая жизнь, ни кардинальная смена своего имиджа. Он в таком образе смог скрываться всего год. Если бы такая история сейчас происходила, его бы поймали в течение пару дней. Но если гипотетически представить такую картину, что мне все же удалось изменить внешность, речь, походку, одеть контактные линзы, даже подменить отпечатки пальцев, но я никогда не смогу изменить свой запах. Наше тело вырабатывает миллион разных феромонов, и это и есть ключ для каждого человека. Он уникальный, по которому можно определить его личность. Духи и подмена запаха здесь бессильна.
Кем бы вы ни были и где ни находились, найти можно кого угодно обычными методами базовой логики. О том, что мы сегодня обсудили, смертоноснее даже, чем урон от ядерного взрыва. Если наши данные попадут не в те руки, предсказать итоговые последствия невозможно. У наших бабушек и дедушек была хоть какая-то минимальная конфиденциальность в жизни, о которой нам сейчас остается только мечтать. Но несмотря на все это, в интернете есть и другая позитивная сторона медали. Кто-то нашел себе друзей, семью, да и просто тут много развлечений. Даже видео, которое вы сейчас смотрите на ютубе. У всего есть две стороны, черное и белое. На досуге попробуйте поискать информацию на себя. Увлекательный процесс, который занимает не 1 час реального времени. Уверена, вы много чего интересного найдете о себе из прошлой жизни. Могу посоветовать от себя сервис от Яндекс, который называется «Затмение». У Гугла тоже свой аналог есть. Думаю, у вас особого труда не составит их найти. Они помогут почистить ваши нежелательные упоминания в сети, если таковые будут. А что немаловажно, сервисы, которые не захотят или не смогут удалить ваши персональные данные из выдачи поисковиков по каким-то из причин. Google и Яндекс может помочь вам в этом. Только тут важно составить правильное письмо в службу поддержки о том, как его грамотно составить. YouTube напичкан такого рода контентом. Не нужно быть Джеймсом Бондом или работать на разведку, чтобы обезопасить себя в глобальной паутине. Достаточно лишь минимальной базовой защиты, и кроме этого не нужно становиться лютым параноиком и везде искать подвох, даже там, где его нет. Но лучше один раз заморочиться, чем потом сталкиваться с проблемами в интернете. Также настоятельно рекомендую ознакомиться с моими прошлыми видео по этой же тематике. Я все знаю о тебе и как исчезнуть без следа. Видео хоть и старые, но до сих пор очень актуальные. Главное, помните, что сказанное из ваших уст может использовано быть потом против вас. Быть может, меня сейчас смотрит таинственный незнакомец, который уже собирает информационное досье на меня. Хотя вы правы, да кому я нужна? Ноунейм какой-то. Сказки рассказываю, но это уже совсем другая история. Берегите себя, друзья, и свои персональные данные. С вами была Мария. Скоро еще увидимся в новых роликах. Nowadays they've been calling, telling me soon gonna be my turn. Head down, walk with reason, know that when the daylight dies, gonna have to face my demons. Life of sin, a life of lies. The devil's gonna come when the sun goes down.